Разделы Польши. Как уничтожили лидера Востока Европы. После разгрома Киевской Руси монголами Бату на роль лидера Восточной Европы стали претендовать несколько государств. Византийская империя, дряхлая и разложившаяся, упала сама к ногам турецких всадников. Венгрия сначала подхватила знамя победы и претендовала на роль вершителя судеб региона, но затем была ослаблена постоянной войной с Турцией, Австрией, Германией и Польшей и стала второстепенной державой. Из непострадавших от татар лесов Балтии окрепли и возвысились литовцы, прибравшие к рукам западные земли Руси, а затем они объединились с Польшей в одно государство, самое крупное в Европе. Речь Посполитая, буквально общее дело, стала союзом двух наиболее успешных государств на востоке Европы. В период расцвета польско-литовские земли сбросили ордынское иго, отбили натиск крестоносцев и уничтожили Тевтонский орден. Несколько раз спасали Европу от грозных набегов османов, но затем не выдержали длительных и кровопролитных войн с Россией и германскими царствами, которые и уничтожили их. Так как враги польско-литовского царства действовали совместно, то принято считать, что его именно поделили между участники конфликта. Всего произошли 3 раздела Речи Посполитой: 5 августа 1772 года, 23 января 1793 года, 24 октября 1795 года. Эти разделы были проведены Пруссией, Россией и Габсбургской Австрией. Кроме того, в самой Польше считается, что еще несколько раз восстановление Польши было грубо прервано такими же событиями, так как соседи были крайне не заинтересованы в воскрешении сильного конкурента. После наполеоновской эпохи в 1815 году разделение герцогства Варшавского на Венском конгрессе, присоединение в 1832 году к России и присоединение Краковской республики к Австрии в 1846 году. Раздел 1939 года Польши между Германией и Советским Союзом после пакта Молотова-Риббентропа. Польша-Литва в заключительном периоде середины XVIII века до разделов уже не была полностью суверенным государством. Она была почти вассалом или государством-сателлитом России, где русские цари фактически выбирали польских королей. В особенности это относится к последнему королю Речи Посполитой Станиславу Августу Понятовскому, который некоторое время был любовником русской императрицы Екатерины Великой. Польша проигрывала России длительную войну за влияние. Ее шляхта отличалась буйным нравом и нередко не являлась на войну, в отличие от огромных войск России, где дворяне были куда менее свободны в действиях. Православное население Польши существенно притеснялось и оттого не горело желанием защищать ксензов и панов. Постоянные бунты шляхты и их внутренние войны раскалывали державу ежегодно. Польша дистанцировалась от Семилетней войны, но дала права прохода армии, что сделало ее плацдармом для армий всех друзей-соперников, которые творили беззаконие, даже выпускали поддельные польские монеты, чтобы расшатать экономику страны. С армиями врага на своей земле, с сидящим на троне любовником императрицы злейшего соперника, часть поляков наконец сообразила, что происходит. Барский союз собрал недовольных поляков и объявил войну Понятовскому при поддержке Франции и Турции. Русские войска разбили восставших и готовы были захватить царство полностью и уже без посредников, но Австрия и Пруссия пригрозили войной России, если та не учтет их интересов. К хаосу добавилось украинское крестьянское восстание на Калиевщине, которое вспыхнуло в 1768 году и привело к резне дворян, евреев, униатов и католических священников, прежде чем оно было подавлено польскими и русскими войсками. Армии сторон вошли в Польшу и заняли причитающиеся им земли. Австрия, юг Польши, богатый шахтами, Пруссия, прибрежные земли на Балтике, Россия, Беларусь и восток страны. Каждая получила примерно по 2 миллионам новых подданных. Союзники Барской конфедерации отмолчались, что поставило точку в приговоре восставшим поляками. В 1792 году польский сейм решает, что советоваться с Россией по каждому поводу слишком унизительно, провозглашает свободу принятия решений и готовит армию в 100 000 штыков, что означает явный бунт.
В том же году российская армия громит восставших, а Екатерина собирает в Гродно новый симпозиум для пересмотра польских владений и прав с учетом неповиновения. Вместе с Пруссией Россия присоединяет к себе еще польских владений, суммарно на 4 миллиона новых подданных в Беларуси. Такое унижение спровоцировало еще более сильные волнения в Польше. В 1795 году, через 2 года, грянуло восстание Тадеуша Костюшка. Это была уже полноценная война, без сантиментов и воззваний. Война против всех разом была обречена, однако на первом этапе поляки имели успех и жестоко расправлялись с оккупационными войсками. Тогда в Польшу было решено направить армию под командованием Суворова, известного своими быстрыми и жестокими подавлениями бунтов Пугачева и крестьянских восстаний помельче. Его пражская резня, зверский погром в предместье Варшавы, до сих пор предмет обоюдной злости России и Польши, однако метод эффективно ликвидировал бунтовщиков. Те же из них, кто не погиб в бою, избежал висельницы, бежали из страны, либо отправились в кандалах в Сибирь. Восставшие смогли найти архив, где прочли документы о том, что Понятовский получал денежное довольствие при разделе своей страны от России, что ставило крест на его карьере политика. Екатерина также решила, что фаворит более недостоин ее внимания, и начала третий раздел Польши, провозглашая ее ликвидацию, а Понятовского вынудила подписать отречение от престола, под горячим взором ее личной охраны. Все страны окончательно забрали польские земли себе, но в отличие от Пруссии и Австрии, российская часть поляков была самой недовольной, и восстания возникали регулярно, а уж саботаж и молчаливый протест не прекращался там никогда. Трон польской династии Пястов был демонтирован и доставлен в Россию, где из него для Екатерины сделали туалет, что вызвало ошеломительное унижение в Польше. По иронии судьбы, именно на нем императрица и приняла смерть. По банальной легенде, у нее случился приступ во время процесса восседания на троне, а по более интересной, у Екатерины был шут-карлик, поляк по национальности, который не простил национального унижения. Он спрятался вечером внутри ямы под троном и, дождавшись визита Екатерины, ударил ее ножом в то самое место, куда заглядывали самые рослые и крепкие мужчины при дворе, будучи фаворитами. После чего в России долго ходили анекдоты о том, в каком смятении находились слуги, найдя императрицу в нужнике, да еще и в таком виде, не понимая, что произошло. А один из них публично заметил, что ему точно не поверит и в то, что она умерла таким образом, и даже в то, что он видел голозадую императрицу. Хотя все это правда. Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.